Циркон. Ну, циркончик можно взять, кстати. Всегда пригодится, возьму. Вот, кстати, хочу вам показать лопату. Азотное удобрение, селитра аммиачная. Впереди весна, лишним никогда не бывает. Из всех этих растений я предпочитаю, вот, мои любимые, бархатцы. Друзья, всем привет! Заканчивается январь. Сегодня снова я приехал в Леруа Мерлен. Погуляем по магазинам. Обязательно зайдем в садово-огородный отдел, посмотрим цены на растения, на удобрения, на садовую технику. Также я сейчас делаю ремонт у себя дома. Мне нужна краска для потолка. И также мне еще нужны коробки для упаковки саженцев, гортензий, ежевики, винограда. В общем, много уже заказов поступило на весну. Надо купить подходящую упаковку. Здесь как раз продаются не очень дорогие коробки. Ну, посмотрим. Если будут в наличии, я их обязательно куплю. И погуляем по магазинам, посмотрим цены. Кстати, магазин, который мы сегодня посетим, находится в городе Люберцы. Ну что ж, давайте сходим, посмотрим, что и почем. Вот, нашел я свою краску, которой мне не хватило. Вот она. Краска потолочная. Берем. Ну и валик заодно тоже. Краски новенький прикуплю. Так, коробочки я тоже нашел. Вот они. 40, 30 на 30, 67 рублей. Вот здесь целая гора. Можно скотч сразу взять. Никогда лишнего не бывает. Пупырчатая пленка 103 рубля. 5 метров. Такая. Короб побольше. 50-40 на 60 сантиметров. Стоит 147 рублей. Купил 10 коробок, валик и краску. Снегоуборщики. Давайте посмотрим, что тут есть. 62 тысячи. Это, я так понимаю, электрический. Вот 8390. Патриот. Вот такая штучка. Говорят, удобная, но быстро ломается вот этот вот вал. Или как он? Шнек, шкив. Не знаю, как называется. Пластиковый, потому что только по рыхлому снегу. Такие снегоуборщики. Бензиновые, конечно, понадежней. Такого плана. В наличии все есть. Ну, цены, конечно, соответствующие. Пожалуйста, снегоуборщики. Ну и лопаты. Лопаты также есть в наличии. Триммеры различные. Тут есть электрические. Кто еще не успел купить, сейчас зима, может быть, самое время купить, потому что, вероятнее всего, подорожает ближе к сезону. Вот, Makita, смотрите, хороший триммер. 12 226 рублей. Электрический. Я вот такой вот технике, конечно, доверяю. Makita хорошая марка. Ну и другие тут тоже неплохие. Я думаю, это уже вот бензиновые я вам показываю. Бензиновые триммеры. Hyundai. Хутор. 10 тысяч. Ну, в принципе, тоже как вариант. Смотрите, все тут. Насадки различные. В общем, в районе 10 тысяч. И снегоуборщики еще вот сбоку вам покажу. Ну, тоже Makita. С одним усом, я так понимаю. Но это слабенько. Вот у меня такая есть. Это только вот между грядок где-то что-то там какую-то травку низенькую покосить.
С сильными зарослями и травой, конечно, такой не справляется аппарат. Но зато легкий. Женщинам нравится таким работать. Чем стоит? 14 534. Пилы электрические, цепные, различные. Ну вот, такая мощная, в районе 10 000. Давайте Макиту опять посмотрим. Макита, конечно, достаточно дорогая. Вот, смотрите. Это электрический. Но она аккумуляторная, поэтому такая цена. Которые от сети работают, те, конечно, подешевле, естественно. Вот Dell, смотрите, 6590. А вот бензиновые Dell 14 000. Ну, такая неплохая, в общем. Hyundai 12. Макиты нету тут. Литек 8 000. Ну, в общем, разные варианты. Подешевле, подороже. Вот самая дорогая 31 700. Эвко. Для тех, кто живет в деревне и приезжает на дачу, у кого есть баня или дровяная печь для отопления, конечно, без пилы не обойтись. Вот еще хотел вам показать измельчители для измельчения веток, кустов. Вот стоимость. Такие варианты тут. На выходе получается щепка, которую сразу можно на грядки сыпать там где-то или в проходах между грядками. В общем, хорошая вещь. Разные есть тут. Подороже, подешевле. Садовые измельчители. Вот, кстати, электрические тоже снегоуборщики, только такого побольше размера. Лопата для уборки снега 690 рублей. Обычная пластиковая лопата. Вот это побольше. Более широкий захват. Такая неплохая, кстати, лопата. 890. Можно купить отдельно совок. Ну так себе, хлипенький. 222 рубля. К нему отдельно черенок еще нужно купить. Готовые варианты. Вот лопата. Вот цена соответствующая. 3000. Попроще 690. Такие вот широкие еще тут скребки. Лопата для снега павловская. Вот стоимость. И вот вещь тоже неплохая. Сразу большой захват. Чистить удобно, большие площади. Скрепер правильно называется. Скрепер радиусный. Вот. Видите? 1290. Скрепер для уборки снега. Ну, хорошая вещь, конечно. Сразу много можно очистить. И быстро. Ну, конечно, женщинам с такой штукой сложнее, наверное, будет справляться. Это все-таки больше для мужчин, потому что вес снега будет большой в этом ковше. Поэтому тоже надо учитывать. Так, перешел я к полочке, где средства для обработки, для септиков, очистители. И, соответственно, для растений от фитофтороза
биологический, вот триходерма 53 рубля. Ну, разные, в общем, все стандартные. Вот топаз мой любимый, 33 рубля, недорогой препарат для цветов от болезней. Циркон, ну, циркончик можно взять, кстати, всегда пригодится, возьму циркон и возьму эпин. Хороший препарат, это стимуляторы. Тиавиджет, 22 рубля. Марганцовку тоже можно взять, всегда нужна, 51 рубль. Полочка с удобрениями. Здесь, как всегда, огромный выбор. Ну что, можно взять вот самое распространенное. Азотное удобрение, селитра аммиачная. Впереди весна, лишним никогда не бывает. Ну и дальше тут пошли калийные, суперфосфат. Ну, суперфосфат это больше осеннее, конечно, удобрение. Он еще есть в наличии. Калий, магнезия. Много всего. Вот в маленьких пакетиках тут есть. Лейки растворил и полил. Кому так удобнее, в растворимом виде. Карбамидом я редко пользуюсь. Удобрение такое достаточно серьезное, с большим содержанием азота, но нужно правильно им пользоваться уметь, поэтому я предпочитаю селитру. Карбамид брать не буду. Перешел к семенам. Сейчас утро, народу мало. В общем, любых тут семян, конечно, навалом. Я думаю, здесь каждый себе найдет то, что хочет. Не буду я выделять какие-то отдельные сорта, либо производителей, чтобы не создавать рекламу. Ну, выбор есть по всем культурам. Капуста, огурцы, томаты. Я не буду покупать томаты, у меня есть свои семена, я их в этом году собрал. Хорошие у меня семена, но так показываю вам, чтобы примерно вы понимали стоимость. Давайте посмотрим. Вот. Разные есть по стоимости. Редиска. Большой выбор. Редиса. Свекла. Горох. Цветочные культуры, однолетники. Петуния. Петуния 144 рубля. Ну, есть и дешевле, конечно, вот, пожалуйста. Такие 155 поинтереснее. Есть и дешевле. Вот петуния вообще 23 рубля, пожалуйста. Из всех этих растений я предпочитаю вот мое любимое бархатцы. Но опять же у меня есть свои семена. Я люблю низкорослые бархатцы. Есть разные, есть еще более крупные бархатцы отклоненные. Мне нравятся вот такие. Ну, хороший, кстати, красивый сорт. Красная вишня. Можно было бы и взять, конечно. Есть вот такие бархатцы, но я такие как-то не очень. Мне нравится вот такого плана. Земляника есть семена, кстати. Кто хочет получить урожай уже в этом году, то надо ее сажать. Январь самое подходящее время
для посева земляники, семян на рассаду. Есть вариант, что она у вас даже в этом году зацветет и будет плодоносить. Не опоздайте с посадкой земляники. Более поздняя посадка уже может не дать возможности получить урожай. Вот еще тоже бархатцы неплохие. Вот, кстати, хочу вам показать лопату, очень дорогую, 2300 рублей. Но, конечно, качество у нее достаточно высокое, толстый пластик. Не знаю, конечно, как он на морозе себя ведет, но, судя по стоимости, такая лопата должна быть вечной. Набор стаканчиков. Очень удобная вещь. 298 рублей, 12 штук. Платки различные, мини-парнички. Все есть в наличии. Горшочки различные. Я в таких выращиваю саженцы. Гортензии, ежевики, винограда. Грунт универсальный, 10 литров, 58 рублей. Такой вот грунт. 25 литров, 195. Таравита 581 за 50 литров. Астры, кто любит выращивать, пожалуйста, богатый ассортимент. Но астры сейчас сложно у нас вырастить, они гибнут, их надо постоянно обрабатывать. На них нападает фитофтороз, либо что-то подобное, в общем, бактериальная какая-то болезнь, и они часто очень погибают уже в августе, не дождавшись цветения, поэтому нужны постоянные обработки при выращивании астры. Вот интересный стендик мне тут попался с петунией. Ну, не только петунии, бархатцы. Просто такая упаковочка, вот смотрите. Раз, квадратная. Красиво, интересно. Ну и цены тут сверху. Здесь просто вот так выбрать. Цены, кстати, не очень дорогие, но вот бегония тут 125. А вот петуния 55. Вот. Интересно. Еще один стендик вам покажу. Здесь также все идет, конечно, вперемешку. Препараты от вредителей, от болезней, биофунгициды, борная кислота. Все тут идет вперемешку. Ну, что тут интересного? Вот эта вещь. Это мы завсегда рады. Я возьму куриный, натуральное удобрение, источник азота. Ну и других, конечно, макро- и микроэлементов. Многие думают, что только азот в курином помете. Нет, на самом деле там и другие присутствуют. Макро- и микроэлементы, но в подавляющем большинстве, конечно, преобладает азот. Хорошее весеннее удобрение. Предпочитаю его использовать в виде настоя на воде. Берем. Кто интересуется перцами, вот вам показываю стенд с ценами на перцы. Можете нажать на паузу и более подробно рассмотреть. Томаты. Еще один стенд с томатами. Жмите на паузу и подробнее рассматривайте цены. Выбор просто огромный. Огурчики, огурчики.
китайские нихао. Фэншуй. Белый дракон. Любимец Конфуция. Пекинский гурман. Кому нравится китайские выращивать, напишите в комментариях. Вот еще один стендик классный. Здесь цветочные однолетки. Петуния. Бархатцы. Пожалуй, возьму все-таки я вот пару таких пакетиков. Вот эти вот возьму. Вот кто интересуется цинией, также много выбор большой цинии. Можно купить или найти то, что давно хотели. Георгины однолетние, типа веселые ребята. Клещевина. У меня на канале есть несколько видео о выращивании этого интересного растения декоративного. Вот, пожалуйста, клещевина. Конечно, она декоративная, попала в цветочный, в ряд с цветочными культурами. Не здесь ей место. Ну ладно, как расставили, так расставили. Газания, лобелия, амарант, маргаритки, календула. Всего очень много. Флокс, пожалуйста, флокс. Ну и цинния. Так, перешел я к препаратам, а также удобрением для комнатных цветов. Здесь тоже их огромное количество. Керамзит, всякая обработка, стимуляторы роста, удобрения, средства от насекомых. Водорастворимое удобрение в сухом виде, есть уже в готовом водном растворе. Пожалуйста. Цена 30 рублей на 10 литров воды. Эликсир для цветов. Гумус. Почти все производители удобрений здесь представлены. Ну, самых таких популярных. Вот интересная штучка для орхидей. Спрей для орхидей. Сейчас к орхидеям перейдем, конечно. Грунт. Готовый. 155 рублей. Вот купили орхидейку. Сразу вот такой грунт покупайте, чтобы ее пересадить. Ну и заодно и спрей можно, конечно. Я бы так взял. Так, что здесь? Почва брикеты. Томат, перец. Универсальный. Для цветов. Ну, я как-то не очень люблю такими пользоваться. Может быть, кому-то это и нравится. Так, перешли к комнатным растениям. Здесь их великое множество. Суккуленты, кактусы. Кто интересуется, всегда может тут отовариться. Ну, цены смотрите. Смотрите, разные тут. Кактусы. Вот суккуленты тут пониже. Драцена. Вот смотрите, драцена 5500 в 3-литровом, в 5-литровом, наверное, все-таки горшке. Ну, красиво выглядит, красиво. Такое деревце. Такой раз можно подарить кому-то, кто любит выращивать цветы. Вот еще, смотрите, большой, высотой 1,5 метра, наверное. Сколько она стоит? 26 тысяч. В большом горшке. Драцена мажента.
О том, как размножать такую драцену, такое растение, у меня есть отдельное видео. Можете их посмотреть. Юбка комнатная, 3,5. Также ее легко размножить вот такими вот отростками. Тоже показывал, как это делать. Шефлера. Ну, моя любимица, конечно, очень люблю шефлеру. Показывал про уход, про размножение. Ну, думаю, сниму еще про нее видео впереди. Кому интересно, кто интересуется выращиванием комнатных растений, смотрите, ждите новые видео, будет обязательно. Фикус бенджамина. Точнее, это пестролистный. Сансевиерия. Ну и, конечно, переходим мы к фаленопсисам, то есть орхидейкам. Ну, разные тут, разные, смотрите, много. Ну, состояние так, более-менее, ничего, цветущие все. Цветущие с виду, ну, нормально вроде. 912 рублей. Там покрупнее есть еще, но они, наверное, подороже. Комнатные розы. Красиво. Можно вместо букета подарить вот такой горшочек. И он будет гораздо дольше радовать человека, которому он был подарен, чем просто букет. Букет, ну что, ну постоит там недельку, и все, завянет на помойку. А этот может даже и месяц постоять, и 2, в зависимости от ухода. Горшочки для рассады. Кассета. Я как-то кассетой редко пользуюсь. Я предпочитаю все-таки отдельные горшочки. Вот неплохой вариант, если вы выращиваете, допустим, томаты, перцы, подойдет очень хорошо. 750 миллилитров. Намного лучше, чем 0,5 литровые одноразовые стаканчики. Хороший вариант. Лучше брать квадратные, на мой взгляд. Они более компактно размещаются на стеллажах. Вот тоже неплохой вариант. Такой. Есть вот такая кассета. 28 ячеек, 133 рубля. Тоже неплохо. Дончик. 133 рубля. Такая штучка. Вот, кстати, рекомендую вам вот такие ножницы, кто занимается особенно цветочными культурами, как замена секатору. Очень удобный вариант и не слишком дорогой. 370 рублей. У меня такие ножницы есть. Ну, не именно этой фирмы, другой, конечно, но ими легче пользоваться, чем секатором. Удобнее там подрезать, прищипывать. Хорошая вещь. Лекс-трантус Никко, 708 рублей. Альпийное растение, интересно. Ну вот они, замиокулькасы, или долларовые деревья, как их еще называют. Ну, цены на них, конечно, высокие, растет медленно, но размножается легко, просто листиком. Достаточно одного листика, чтобы получить растение. Ну, такому растению, наверное, я думаю, примерно 4, может быть, 5 лет. Достаточно крупное оно. За 3 года вряд ли она наращивает такую массу, листовой аппарат. Думаю, так вот этим 4-5 лет. Ну, а вот этим год-два, может быть. Елочки маленькие.
Если удастся сохранить до весны, можно высадить в грунт, они тоже неплохо растут. Фаленопсисы. Не могу мимо пройти, все время останавливаюсь и любуюсь этими растениями. Конечно, очень мне нравится. Такое богатство красок, яркие, сочные, красивые. Вот вам хотел еще трактор такой показать для фермеров. Садовый трактор самоходный. Может быть, кому-то интересно такой иметь в хозяйстве. 349 тысяч. Гусеничный очиститель снега, снегоуборщик. 108 480. Хутор. Мощный, конечно, аппарат. С фарой. Орган управления. Все. Бензиновый. Вот тоже мощный снегоуборщик. 120 тысяч. Dell. $90 тысяч. Mobil L. Мощный, конечно, агрегат для больших площадей. Думаю, будет то, что нужно. Видите, тут всякие тут скорости, рычаги. 57300. Закупился я товарами, которые сегодня планировал купить. Также купил кое-что незапланированное. Немного я потратил денег, около 2000 примерно. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Хороших вам урожаев!